Tag, mein lieber Freund. Вы же понимаете, что я показываю всегда все, что есть, как оно на самом деле. И ролик, который я на Медне выложил с отстрелом, рабочим отстрелом, я выложил его, во-первых, потому что оно вот так вот было на самом деле, то есть скрывать нечего. А во-вторых, я выложил его, зная прекрасно о том, как его воспримут хейтеры. Они же любят вот все выкапывать. Там жуткий расход был по воздуху. И я прекрасно понимал, что выкладывая этот ролик, я даю им пищу для того, чтобы поорать. Эдик-то облажался, смотрите какой расход, 20 кубов на джоуль, да это же вообще все. Это говно и прочее. Зайки мои, я же прекрасно понимаю, что я делаю. Я знал, что проблема у нас в железе. И, естественно, я знал, что мы эту проблему решим. И ролик я выложил намеренно, чтобы дать вам повод для пищи, а потом накрыть вас сверху новым роликом, который я сейчас и буду делать. Значит, в чем была проблема? Проблема была в слишком длинной пружине боевой. И получилось так, что даже абсолютно без поджатия у нас скорость была очень большая, и она была не на первом пике, как я объяснял раньше, да, а была на втором пике. То есть скорость вроде такая нормальная, но при этом шел перерасход. И для того, чтобы это убрать, мы подрезали пружину на 2 витка. Естественно, мы внесем изменения в конструкцию пружин, все это будет сделано. Те винтовки, которые я отстреливал с сильными пружинами, были разобраны, пружины подрезаны, приведено все в норму. И сейчас я хочу показать, как она стреляет после того, как мы эту проблему обнаружили, устранили ее, и теперь все будет хорошо. Значит, стрелять мы будем через новый хронограф, который мы получили от Александра Прокофьева, это наш специалист по Таганрогу. Плюс он делает хронографы, замечательные хронографы, я могу вам сказать. Мы всегда пользовались надульными S07, я был очень недоволен. Но в связи с тем, что у нас эксцентрики модераторы сейчас стали де-факто, надульный не очень удобен стал. И Саша нам прислал вот хронограф S1300 рамочный. И, откровенно говоря, я рамочных хронографы недолюбливал до сего момента. А здесь на отстреле оказалось вполне даже очень удобно и хорошо. И плюс к этому еще есть возможность скидывать данные непосредственно сразу в компьютер, что я и покажу чуть позже, после того, как мы закончим отстрел. Итак, Леля. Леля, это же Леля. Леля, объем резервуара 180 кубиков, калибр 6,35, скорость 250. Я разгонял ее 260-265, но это уже был перерасход такой и не очень оптимально. 250 вполне и по кучности, и по настильности, и по точности. Сейчас я отстреляю, сколько у нас влезет барабанов в заправку. Закинем все это на компьютер, посмотрим, посчитаем. Значит, стартовое давление у нас. Стартовое давление 234. Поехали. Хронограф я включил, обнулил. Так, вот так вот. Смотрим давление после первого магазина. Ты близко не подходи. 198. Смотрим давление. 166. Смотрим давление. 138.
Так, ну все, у нас редуктор отключился. Сейчас мы посмотрим, что у нас по скоростям. И посчитаем энергетику, посчитаем расход воздуха. Поехали. Значит, для того, чтобы нам посмотреть скорости, мы должны открыть блокнот или любой текстовый редактор, перевести в английский язык, поставить курсор в редактор, кнопкой Cell выбрать USB файл, подключить разъем USB, нажать ОК. Вот и пошла конфигурация. Он соединяется с компьютером. И пошла передача данных. Вот идет передача данных. Первая идет скорость, цифра, вторая строка идет в промежуток времени между выстрелами. То есть, как вы видите, скорость меряется с точностью до 10, а время между выстрелами с точностью до 1000. Итого он сейчас передаст туда все эти данные. Вот он по одному их туда пуляет. Все, закончился. Я тогда сейчас хронограф отключу. Положу его вниз. Теперь считаем, что у нас получается. Значит, мы переносим эти данные в Excel. В связи с тем, что у нас русская программа, нам нужны не точки, а запятые. Соответственно, мы меняем точки на запятые. И после этого мы можем уже строить график. Выделяем, вставка, график. И ставим график. Есть, значит, но вот это последний выстрел не считаем в связи с тем, что это отключился редуктор. То есть у нас получается от 250 до 253,5. Теперь посчитаем энергетику. Значит, у нас средний, ну, возьмем автосумму, исключая вот эти два выстрела. У нас средний получается... еще же надо на 34 разделить. На 34. У нас средний 251,59. Значит, считаем... Где здесь калькулятор? Калькулятор. Ненавижу Windows 10. Он какой-то замороченный такой. Хрень что найдешь. Где калькулятор-то, блин? Там мне проще на своем. А, где мой телефон? А телефона нету. Да ё-моё, где калькулятор-то? Вот есть калькулятор? Ой, что мать, а где он? Стандартный же должен быть? По идее, да. Уже нет. Стандартный Windows. Да что за бред-то? Андрюхи не выведено на рабочий стол. Черт побери, сейчас я телефон свой принесу. Вот где он, кстати? Слева. Слева. Где? О, что я здесь оставил? Что там, 251,5 было, да? Так. Ничего не гладко не проходит. 251 умножим 251 умножим на 1 645 или на 2. Так, 51,8 джоуля, да? Считаем. Программка. У нас получилось 51
и 8 джоуля. Начальное давление 204, если я правильно помню, да? Конечное. Сколько было конечное-то? 121. Нет. 112. Когда ты подключился? 112, объем у нас 180. Да е-мое. Так, и выстрелов у нас получилось 36. Вот 10 кубиков на джоуль. Это уже не 20, как было предыдущие. Можно еще поиграться с настройками, с поджимом боевой пружины и с настройками редуктора. Ну, то есть что-то удела где-то так. Так что хейтеры посрамлены, попались на наживку. И надо будет потом еще отстрел сделать с такими настройками. Я полагаю, что кучность будет еще лучше. Уж если с расходом 20 кубов кучность была вполне приемлемой, то есть такое песня. Enjoy! Все. Включай камеру. Да. И то же самое мы сейчас перестроили пружину и посмотрим, что у нас получается на пятерке. Я же стрелял пятерки на этом самом, у нас получилось там дикий расход. Посмотрим, что у нас после перестройки. Давление. Давление начальное 229. Так, после первого магазина 93. После второго магазина, ну что ты, дорогой, пишет 162. После третьего магазина 133. После четвертого 110. Смотрим. Так. Открываем блокнот. Значит, английский. Выбираем USB файл. Есть. Окей. Соединяется. Пошла передача данных. Угу, закончился. Так. Закидываем в Excel. Меняем.
Так. Строим график. Вот у нас здесь уже отключение редуктора пошло. После 38 выстреле. Да, 39. 39 40. Так, хорошо. Теперь смотрим энергетику. Средняя скорость. 940. $267. Считаем энергетику. Умножаем 267, умножаем на 175, делим на 2, 41 джоуля, 42. 42 джоуля. Так, 40 выстрелов, энергетика 42. Начальная 229, конечная 100 сколько было? Сейчас посмотрю. А, ну столько же, да? Так. Ага, все данные. Ну вот, у нас получился один из кубиков. Результат чуть хуже, чем должен быть. Ну, полагаю, что, наверное, при такой настройке редуктора, которая сейчас у нас стоит, и при такой длине ствола, оптимальная скорость все-таки в районе 260. То есть 270 это небольшой перерасход. Если 260 оставить, то мы в минус за 10 кубиков упадем. То есть вполне прилично. Вот. Пока все. Продолжаем работать. Наслаждаемся. Аривидерчи. Все, я поехал. Включай.